Представьте себе историю, которой никогда не говорят открыто, но которая всегда ощущается живой через мельчайшие детали, возникающие естественно, без принуждения. История, написанная не словами, а простыми движениями, краткими взглядами и мелкими выборами, которые, кажется, говорят правду сильнее любой объяснительной речи. Среди шума и суеты мира, полного слухов, комментариев и бесконечных интерпретаций, есть два человека, которые всегда идут спокойно, словно только они знают ритм своих отношений. Ким Тэ Хэйн и Чон Чон Гук. Каждый раз, когда их имена оказываются в одном предложении, появляется что-то особенное. Не из-за драмы, не из-за скандалов, а из-за тепла, которое всегда ощущается естественным образом. От простой свитеры до неожиданных моментов на концерте 4 года назад. Эти маленькие фрагменты соединяются в сюжет, который никогда не навязывается. Многие пытаются угадывать, кто-то пытается отрицать, но факт остается неизменным. Когда Тэ Хэйн и Чон Гук оказываются в одном кадре, будь то буквально или символически, мир, кажется, на мгновение замирает, чтобы наблюдать. И так начинается эта история. Не с чего-то грандиозного, а с маленькой детали, которая становится напоминанием о том, что их отношения, в какой бы форме они ни были, обладают глубиной, которую нельзя объяснить длинными теориями или дикими спекуляциями. Свитер, короткая поездка и один теплый момент, появившийся именно тогда, когда никто не ожидал. От этого все течет, спокойно, естественно и наполнено смыслом. Отношения, полные заботы между Тэ Хэйном и Чон Гуком, снова оказались в центре внимания. На этот раз причина проста, но очевидна. Тэ Хэйн был замечен за игрой в баскетбол с его характерной спокойной энергией. Многие фанаты сразу вспомнили недавнюю поездку Чон Гука в Японию. Связь возникла, потому что на следующий день после отъезда Чон Гука Тэ Хэйн был замечен в новом свитере, который все сразу узнали. Это был свитер из Chrome Hearts, того самого магазина, где Чон Гук был сфотографирован во время своей поездки. Ранее утекшие фотографии вызвали негативные комментарии и необоснованные слухи, но теперь значение изменилось полностью, потому что свитер оказался подарком Чон Гука для Тэ Хэйна. История гораздо проще, чем многие себе представляют. Уютный и стильный свитер привлек внимание не только из-за известного бренда, но и потому, что Тэ Хэйн надел его без колебаний, словно зная, что люди это заметят. Пока хейтеры пытались разжечь драму, их действия лишь прояснили все. Для многих фанатов это стало доказательством, что они живут в своем собственном мире, независимо от слухов. Появлялись также различные теории о большом чемодане, замеченном в аэропорту. Кто-то настаивал, что чемодан принадлежит другому человеку. Однако позднее выяснилось, что это всего лишь покупки Чон Гука в Японии. Ничего сверхъестественного, он просто вернулся с покупками и подарком. Самое примечательное здесь простота этого жеста. Чон Гук, всегда внимательный, выбрал свитер специально для Тэ Хэйна. А Тэ Хэйн, надев его сразу, словно показывая, как много для него значит этот подарок. Фанаты видят, как все эти маленькие детали связаны между собой. Тэ Хэйн играет в баскетбол, Чон Гук путешествует, и свитер появляется на следующий день. Нет необходимости придумывать сложные теории, все кажется цепочкой взаимосвязанных моментов, напоминающих о том, почему их так любят. Когда Тэ Хэйн надевал свитер, слухи, которые раньше были шумными, сразу утихли, потому что контекст говорил сам за себя. Последние дни показали одну простую истину. Они думают друг о друге больше, чем говорят. Чон Гук вернулся из короткой поездки с большим чемоданом, а Тэ Хэйн на следующий день носит его подарок. Их действия связаны без слов, искренняя деталь, появившаяся вовремя. И это именно то, что заставляет фанатов чувствовать связь. Такие небольшие жесты показывают форму любви, которая не зависит от громких заявлений. Напротив, именно простые естественные вещи делают все таким настоящим. Чон Гук и Тэ Хэйн живут своей жизнью, не поддаваясь на негативные комментарии. Иногда они позволяют маленьким моментам проявляться, моментам, которые фанаты воспринимают как знаки. Хотя это может показаться незначительным, именно эти мелочи остаются в памяти. Прошло 4 года с того дня, который так запомнился фанатам. Тэ Хэйн – концерт Харри Стайлса в Лос-Анджелесе. Этот момент остается одним из самых обсуждаемых. Тэ Хэйн и Чон Гук, стоя рядом, поют вместе песню «Falling». Этот момент не был постановочным, они выглядели комфортно, наслаждались концертом и делились чем-то особенным. В их взглядах было спокойствие, доверие и умение быть вместе без объяснений. Находясь в Америке, вдали от давления и критики, они могли действительно расслабиться, не заботясь о том, кто наблюдает.
Тэхэнь предложил Чонгуку напиток, затем нежно провел рукой по его волосам. Этот маленький жест сразу привлек внимание, и когда их руки снова встретились, все выглядело так естественно. Фанаты также помнят, как Харри Стайлз пробежал по сцене с флагом ЛГБТК и сказал «Свобода ваша». Улыбки Тэхэйна и Чонгука в тот момент были спокойными и искренними. Для многих фанатов это стало значимым моментом, отражением надежды, что они могут жить без страха или осуждения. Для фанатов Тэхэйн и Чонгук всегда были особенной парой, не только благодаря таланту, но и из-за того, как они поддерживают друг друга. День концерта теперь считается важным в фан-сообществе, когда их связь выглядела ясной, простой и теплой. Многие шутили, что этот день был кошмаром для клоунов, потому что их взаимосвязь была слишком реальной, чтобы ее игнорировать. Недавно Чонгук снова исполнил эту песню, и воспоминания о той ночи сразу вернулись, как будто открывается дверь в простые, но глубокие моменты. Со временем фанаты заметили сходство Тэхэйна и Чонгука в том, как они смотрят друг на друга, естественная связь, спонтанные жесты и спокойствие, которые они редко показывают другим. Чонгук не ведет себя ни с кем иначе, как с Тэхэйном, и наоборот. Вот что делает их такими привлекательными для фанатов, следящих за ними годами. И удивительно, что им никогда не было важно мнение других или критика. Они живут своей жизнью, иногда позволяя маленьким моментам проявляться, моментам, которые воспринимаются как знаки. Хотя они кажутся незначительными, именно эти мелочи остаются в памяти. Есть короткие взгляды, легкие прикосновения и спокойное общение. Все это трудно объяснить словами, и их коммуникация отличается от других, и именно это сохраняет их очарование. Самое примечательное, что их отношения не нуждаются в громких событиях, чтобы привлечь внимание. Даже в самой простой ситуации есть что-то, что напоминает фанатам, почему они остаются очарованными. Взгляд, спокойный жест или поведение вместе – все достаточно, чтобы фанаты продолжали обсуждать их. В конце концов, отношения Тэхэйна и Чонгука всегда сводятся к сути – искренности в мелочах. Несмотря на то внимание, которое на них направлено, они показывают, что близость не требует громких заявлений. Существует тихое доверие в их действиях, что-то, что нельзя подделать. Вот что заставляет фанатов чувствовать, что за простыми жестами скрывается нечто большее. Каждый момент, будь то пойманный камерой или замеченный мельком, ощущается естественным. Они не должны быть идеальными или притворяться. Они просто остаются самими собой, и от этого исходит тепло их отношений. Многие пытались интерпретировать, отрицать или сомневаться, но для тех, кто следил с самого начала, близость говорит сама за себя. Со временем эти маленькие моменты создают своего рода эмоциональный архив для фанатов. Маленькие следы, постепенно раскрывающие отношения двух людей, которые понимают друг друга без слов. Никто не знает, что происходит за кулисами, но их поведение друг с другом отражает нечто трудно игнорировать. Каждый взгляд, каждая спокойная улыбка и нежная забота создают историю, которую не нужно произносить, потому что она объясняет себя сама. Возможно, именно поэтому история Тэхэйна и Чонгука сохраняется годами. Не из-за сенсаций или больших драм, благодаря последовательности в мелочах, которые всегда проявляются тогда, когда никто не ждет. Есть что-то почти необъяснимое в том, как двое людей, выросших вместе, могут сохранять комфортные и доверительные отношения. Такая связь редка, и когда она появляется, люди чувствуют ее без слов. Что бы ни говорили люди, будь то теплая поддержка или резкая критика, внешний мир не меняет сути их отношений. Они продолжают жить в своем ритме, спокойно, естественно и искренне. Пока они продолжают проявлять эти стороны себя через маленькие жесты, через едва заметную, но ощутимую заботу, фанаты знают, что история еще не закончена. Она просто продолжает расти медленно, без драматизации, без необходимости кого-либо убеждать. И за всем этим вниманием одно остается неизменным. Есть тепло, которое нельзя подделать. Есть комфорт, который невозможно инсценировать. Есть связь, которая сохраняется даже когда мир пытается истолковать ее по-разному. Вот почему их история продолжается, потому что она не зависит от слов, а строится на честности в мелочах, значение которых знают только они двое.